Добрый день, дорогие рыбки! Приветствую всех на моем канале. И в этом выпуске я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Ну что, мои дорогие, вот и добрались. Совсем скоро солнышко перейдет в ваш знак, и вы все будете по очереди отмечать дни рождения, запускать свои соляры. Соляр – это свой персональный год. И да, это очень важно для каждого из нас. И я знаю, что вы истинно верите, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Да, ребят, я желаю вам в этом вашем персональном году, который начнется с этого сложного марта, для того, чтобы вы пришли к своим основным, важным, базовым принципам жизни, нашли свой смысл жизни, осознали то, что давно не могли пройти, осознать и нащупать. И да, 2024 год для вас, я бы так сказала, начинается с этого месяца. Март для вас очень важный, и ваш отчет в активной и мощной внутренней работе начинается именно с марта. Поэтому, ребят, как говорится, присаживайтесь поудобнее. Сейчас будем разбирать, почему этот март такой сложный, почему он легкий, где будет хорошо, где будет не очень хорошо. И, собственно, все решим, совсем разберемся. А сейчас, для того, чтобы понять, каким будет март, понимаем, что у нас в одной большой стране мира будут происходить выборы, и, естественно, это событие уже само собой будет влиять на всех в глобальном плане, где бы вы ни находились. И здесь, конечно же, понимаете, что на всех на нас это влияет, эмоциональный фон другой, месяц, в принципе, будет нервным, напряженным, месяц будет иллюзорным. Это тот самый момент, когда новостные каналы будут забиты, когда будет много шума, и необходимо его прям всю информацию, которую вы получаете, делить на два. От этого не переживать больше, наоборот, стать эмоционально стабильнее, потому что, ну, вот такой месяц и в этом году, он на самом-то деле один из сложных в 2024 году. Напомню, что для вас, дорогие рыбки, в этом году необходимо прийти к глобальным мощным осознаниям для того, чтобы переход кармических узлов в январе 2025 года вы встретили достойно, без каких-то там сложных, глубоких историй, переживаний, разрывов в том числе, да, поэтому начинаем работать с марта. Март – прекрасное время для продуктивной работы, и здесь именно все дела, все начинания, все то, что давно хотели сделать, все это внедряем. Помним, что с 25 марта у нас с вами начинается коридор затмений. И да, вы меня спросите, но это тот самый коридор затмений, когда ничего начинать не нужно. То есть, если вы смотрели меня в 23 году, то в октябрьском коридоре затмений я говорила, начинайте и делайте. Вот тогда было можно. Сейчас начинать нельзя, поэтому все свои начинания оставьте на начало этого месяца. До 25 марта необходимо все внедрить, все, что хотели сделать, все, что давно ждали, откладывали, потому что это все-таки месяц, с 19 февраля солнышко переходит в ваш знак, и это ваш месяц, когда вы можете максимально ярко реализоваться, начать действовать. У вас очень много сил, очень много эмоций. Эмоции это тихие и спокойные, либо эмоции это бурлящие, активные, деятельные. Все зависит от того, в каком доме гороскопа находится ваше солнце, и, естественно, черпаете ли вы свою энергию для жизни с солнечной энергии, либо же живете по Луне. Тогда нужно, конечно, смотреть лунную энергию. Но все-таки я всегда рекомендую смотреть по Солнцу, потому что так мы яркие, такие мы активные, жизнерадостные. Эмоции, энергии идут так, как и нужно. Поэтому Солнце – это такой очень важный знак. Итак, что касается работы, внедряем все до 25 марта, активно, мощно, интересно в работе. В работе прекрасно будет продуктивное время, потому что ваш управитель Нептун, я бы так сказала, почти все время будет находиться в соединении с Меркурием, с Солнцем и Сатурном. И это прекрасная комбо для работы, для того, чтобы внедрять свои проекты в жизнь, для того, чтобы реализовываться, для того, чтобы скопить финансы, в том числе заработать
заработать финансы, отложить. Ни в коем случае нельзя, вот, я бы так сказала, транжирить в это время, потому что транжирить получится очень хорошо. Кстати, в этот момент еще будет очень много проверяться людей вокруг вас на моральные принципы, поэтому отслеживайте, смотрите, не поддавайтесь соблазну, да, имейте свои четкие принципы по жизни, с ними легче и продуктивнее идти. При этом, я вам так скажу, все большие, мощные, активные планеты, и Юпитер будет в секстиле вот к этому большому стелиуму, да, поэтому очень классно и пиар запускать, и рекламу запускать, и деньги зарабатывать. Первые 2 недели марта вообще очень классно, продуктивно и прекрасно, и будет очень много энергии сосредоточено на это. Поэтому, если вы работаете в том числе в новостной ленте, если вы работаете, у вас творческая профессия, если вы работаете в рекреационной сфере, то есть сферы отдыха, досуга, в том числе, если вы работаете в рекламе, тоже прекрасно. Ну и желтая пресса сама будет по себе идти и развиваться активно, да. И в принципе, я хочу сказать, что до 25 марта, до 20 марта вообще прекрасное время для того, чтобы запускать какой-то очень мощный, интересный, выгодный, большой проект. С 20 по 25 марта в работе уже, конечно, будет не все так радужно и благоразумно, но тем не менее, Солнце все-таки уже перейдет в знак Овна, и здесь, конечно, уже будут такой сложноватые моменты прослеживать, но и не забываем, что у нас коридор затмения начинается с лунного затмения, и Луна, значит, будет потом уходить на убыль. Здесь, конечно, ребята, понимаем, что нас всех будут проверять на умение договариваться, умение быть активными, что-то делать в жизни, но при этом решать все дипломатическим путем. Поэтому да, в коридор затмения и неделька до него будет такой момент, когда мы захочется в состоянии вот все бросить, разозлиться, я бы так сказала, да, испортить отношения, но просто потому что очень долго что-то делали и не получалось, и это и есть такая ловушка. Необходимо запастись терпением, да. Овновское солнце, оно, конечно, деятельное, да, но в трудную такую минуту начинает пылить, ругаться, все рушить. Поэтому здесь будьте все-таки дипломатом. Включайте дипломатические опции, функции, те, которые вы вот давно откладывали, и применяйте их, потому что нельзя уходить вот в такое уныние и бездействие, необходимо все-таки действовать, но дипломатично, аккуратно, разруливая все ситуации, потому что в марте картина поменяется, в принципе, на мировой арене, в марте поменяется очень много и начнет выходить наружу, то есть, еще раз повторюсь, это месяц сложных новостей, постоянного информационного потока, и все просто-напросто будут, я бы так сказала, устанут от этих информаций, и уже к концу месяца, когда у нас придет с вами коридор затмения, захочется все это послать, да. Но, ребята, будьте аккуратны, новости, они есть, события всегда были и будут происходить. В марте, конечно же, напряженный месяц, поэтому запаситесь таким терпением, душевным, я бы так сказала, внутренним спокойствием, потому что спокойствие еще пригодится. И внедряйте все, что вы хотели внедрить, потому что, как говорится, собаки лают, караван идет, а работать необходимо. Напоминаю, как продуктивно и качественно пройдет март месяц, так потом активно и финансово прибыльно пройдет апрель и май. И это очень важный такой момент. И несмотря на то, что у нас коридор затмений заканчивается 8 апреля, и следом за ним начинается ретроградный Меркурий на 3 недели, это я вперед забегаю, да, для того, чтобы вы такой структурный план себе составили, да, все равно это время для кого-то будет очень важным, да, и не для всех период коридора затмения или ретроградного Меркурия вот прям ничего делать нельзя. Для кого-то и нужно, наоборот, кому-то нужно переехать, собрать документы. То есть, если вы к чему-то очень долго шли и не получалось, в коридор затмений, да, отлично, классно это делать. И в ретроградный Меркурий делать то, что давно не получалось и вообще сложно всегда было, то есть повторную какую-то работу начинать сначала, тоже хорошо бы делать. Поэтому, дорогие, если у вас есть вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, только обязательно дата, время, место рождения и ваш вопрос, что вы, собственно, хотите-то узнать. Классно вам в коридор затмений что-то делать
делать или нет, начинать какую работу, что вы хотите сделать, там, переехать, не знаю, выйти замуж, подать заявление в ЗАГС, оформить там ребенка, не знаю, в секцию, дело жизни открыть. Неважно, может быть очень много вопросов, там, например, или продать квартиру, которую вы давно не могли продать, в том числе. Вопросов бытовых безумное какое-то множество, поэтому какой у вас вопрос, когда вы оставляете свою дату, время, место рождения без вопроса, я не могу понять. Оставляйте вопрос тоже под этим видео. Если же вы хотите, чтобы было все конфиденциально, в описании канала ссылочка на сайт, записывайте на консультацию, будем индивидуально с вами про это разбираться. Ну а пока вернемся к марту и коридору затмений. Да, в марте работаем, внедряем, но все те, кто, естественно, прогноз проигрывается у всех по-разному. Понимаете, на планете где-то 800 миллионов рыб, и у всех не может быть одинаковый прогноз. Поэтому понимаете, что те рыбы, кто на этой волне в марте решит отметить праздники, погулять, расслабиться, встретить весну и упустить возможности, ну, у тех просто-напросто весь месяц пройдет весело, интересно, забавно, хорошо и романтично в том числе, потому что романтики будет, ну, я бы так сказала, хоть отбавляй, если, конечно, претензионных отношений таких не будет, да. Но если же вы решили вообще ничего не делать, на свидание не ходить, в работе не внедрять, ну, будет просто обычный такой ленивый месяц, когда, ну, время будет упущено, и тогда на раскачку в апреле и в мае уже не получится извлечь столько прибыли, выгодных событий и возможностей, которые могут быть. Понимаете, для каждого события есть свое время, и чем раньше вы начинаете, тем больше у вас есть сила, подготовка, мужество принять те или иные несостыковки, потому что всегда, когда мы занимаемся чем-то очень важным, что-то идет да не так. И это нормальный ход событий, потому что то, что мы хотим всем сердцем, не должно даваться легко. Мы должны это ценить, да. Не просто намечтать, так любят обычно говорят. Вот рыбы мечтательны, все себе намечтают. Ну, не все же рыбы такие. Есть те рыбы, кто плывут просто по течению, есть мечтатели, есть абсолютные творческие активисты, есть просто бурлящая вода из водопада, и все рыбы разные. Поэтому, да, дорогие рыбы, я вам скажу, что этот март порадует вас на события в работе, в карьере. Здесь главное внедрять все, что вам хочется, активно, мощно и профессионально, сделать упор именно на карьеру и на работу. Это будет идеальный момент до 20 марта. С учетом того, что до 20 марта я бы не советовала бы даже романтические отношения крутить, потому что там все-таки будет Уран еще в квадратуре с Марсом, Уран будет еще в квадратуре с Венерой, да, Юпитер в квадратуре с Венерой. И здесь, конечно, тот момент, когда можно себе не просто репутацию испортить, на фоне нереализованных в работе амбиций слить их в отношения, и отношения не получится. И вроде как работой пожертвовали. Поэтому пустить это в работу в марте – идеальное время для развития. А для отношений прекрасно с 20 марта подходит время, да, всему свое время. И отношения хорошие, стабильные, комфортные, разговоры. Венера в соединении с Сатурном. Получится четко поговорить с любимым, с любимой, что хочется, как хочется. Построить отношения в долгу. То есть о стабильности поговорить, не просто вот такая вот она романтика, да, то есть потому что Венера в рыбах, она такая очень романтичная, очень такая наивная. А здесь получится как раз-таки это конец марта, это 20, 25, 30 марта, и здесь, конечно же, история того, что стабильность в романтике в отношениях. Да, мы начинаем ценить в отношениях стабильность, когда нам уже больше за 30, да, мы такие уже так, все, мы уже погуляли, нам хочется уже какой-то стабильности, адекватности и понимания. Поэтому да, с 20 марта и по конец марта прекрасное время для отношений, для любовной сферы, выяснить, что, где, как хочется, только не будьте иллюзорными, все-таки Венера катится по рыбам, и здесь такой момент, когда хочется нарисовать себе больше воздушных замков и иллюзий, и это не есть так на самом деле. Не ошибайтесь и не вводите себя в заблуждение сами, я бы это так сказала. В целом же месяц, я считаю,
Классно для работы. Месяц очень классный для старта, особенно если вы засиделись, вам надоела вот эта тоска, вам хочется движухи, и хочется, чтобы все, что вы напланировали, оно начало как-то вот планомерно идти в гору, планомерно идти вверх. И март для этого, я считаю, идеальный месяц, по крайней мере, до 20 марта. Пока нет таких очень мощных, сильных, резких событий, и то, если хорошо подумать, то и 20 марта можно что-то еще доделывать, можно прекрасно еще внедрять. И даже 24 марта прекрасный, интересный день, хоть и сложный, хоть и новостная лента будет пестрить, да, и с 25 марта, когда, грубо говоря, 25-26 марта будут оглашены все результаты, все будут отвлечены, я бы так сказала, на определенные события. И если же ваша работа связана как раз-таки с нечто продуктивным, с тем, что идет в долгую, с тем, что дает стабильность и требует дипломатии, конечно же, да. Конечно же, здесь действуйте, работайте, не обращайте внимания на фон снаружи, потому что я вам еще раз говорю, мировые события, они всегда были, и в этом году их больше, чем обычно, но эти события, это просто такая напускная история для того, чтобы потерять фокус внимания с главного. Поэтому здесь, мои дорогие, сделайте фокус внимания на свою жизнь. Да, на мировой арене будут меняться многие персонажи, да, конечно же, санкции, манкции и прочая вот такая вот история, но правила игры в мире, в эволюции не меняются. Если ты идешь в свое развитие, ты поднимаешься по лестнице вверх, ты становишься выше на одну ступень осознания, и твоя жизнь начинает ускоряться и улучшаться. Если же ты сидишь, смотришь как зритель, не участвуешь в жизни в своей, в принципе, ты смотришь, зритель постоянно где-то там, то распыляешь свою энергию и не живешь свою жизнь. Поэтому, дорогие мои рыбки, я желаю вам в этом марте провести его активно, провести его продуктивно, с учетом того, что Сатурн, добрый Сатурн в этом месяце будет вам помогать. При этом, если вам захочется куда-то переехать, если же вам захочется сменить локацию, изменить, например, отношения с поставщиками, да, то есть и изменить немного свою коммуникацию, ее расширить, границы своей коммуникации, у вас это тоже получится. Поэтому да, действуйте, и для вас этот месяц будет очень продуктивным и очень благоприятным. Дорогие мои, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. И я жду от вас вопросов, если вам непонятно, постараюсь обязательно на все ответить, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока!